Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует канал Доктор Желчь и постоянный его автор и ведущий, профессор, доктор медицинских наук Виктор Владимирович Картавенко. Буквально неделю назад мы на YouTube выпустили наш ролик, посвященный тому, как в домашних условиях вы можете быстро снять нагрузку с вашей головы, освободить ваш мозг от серьезной тяжелой работы за компьютером. Мы вам показали упражнение клюв ворона, и уже в течение 1-2 часов после просмотра мы стали получать большое количество вопросов, и некоторая часть из них посвящена возможности помощи зрения. Но я хочу вам сказать, что мы в своих рядах имеем очень большое количество профессиональных, продвинутых айтишников. И, кстати сказать, именно благодаря, в кавычках, их жалобам, благодаря их просьбам помочь зрению, мы написали книжку, посвященную восстановлению зрения. Но я хочу сейчас сказать немножко о другом. Я хочу сказать о том, что большинство из вас испытывают вот такие вот жалобы, как усталость глаз, сухость, жжение, покраснение, слезотечение, нарушение фокусировки, нарушение сумеречного зрения. Но тогда, когда вы приходите к офтальмологу, офтальмологи, как правило, ничего у вас не обнаруживают. Почему? Потому что вот эти жалобы, которые вы перечисляете, они относятся к категории так называемых функциональных расстройств. И стоит вам отдохнуть полноценно, как эти жалобы в своем большинстве снимаются. Но как показывает практика, многие из вас, люди достаточно погруженные в свое дело, им буквально не хватает времени для того, чтобы заниматься своим здоровьем. И поэтому вот эти вот жалобы начинают принимать устойчивый характер. Само поведение глаза, само устройство глаза говорит о том, что очень часто у людей, которые сидят за компьютерами денно и ночно, формируется так называемое нарушение аккомодации или спазм аккомодации. Что такое аккомодация в целом? В целом это такой процесс, который позволяет настраивать всю систему глаза на зоркое зрение. И тогда, когда глаз начинает уставать, вот видите, вот ваши хрусталик, вот мышцы, которые держат хрусталик, и когда мышцы вот эти ваши начинают уставать, как бы хрусталик начинает находиться в таком устойчивом, стагнированном положении. И развивается состояние, которое и называется спазмом аккомодации. Обычно офтальмологи с большим трудом определяют это состояние и характеризуют его только по наличию, так сказать, поведения самого хрусталика. Наша же практика, наша школа безопасного здоровья доктора Картавенко позволяет в режиме иридодиагностики очень четко определить эти признаки задолго до того, как появляются сами признаки усталости, о которых мы говорили: жжение, сухость, покраснение и так далее, и так далее. Вот вы можете их увидеть. Это так называемое наличие аккомодационных колец, вот они, кольца, и вот такое стойкое положение самой радужки, которая практически не меняется без ее разгрузки. Нами написана вот такая книжечка, новая зарядка для глаз, которой вы можете легко воспользоваться, если кликните вот сюда, и в бесплатном формате вы можете ее получить. Я хочу вам сразу сказать, что очень многие рекомендации, которые представлены здесь, в этой книге, в формате вот этой книжечки, они позволяют вам задолго до появления этих признаков формировать свое устойчивое здоровое зрение. И кроме этого, в этой книжке представлен секретный материал по использованию специальных точек для улучшения вашего зрения, для профилактики, для борьбы с усталостью, так сказать, ваших глаз, для борьбы, профилактики с нарушением аккомодации. Здесь сразу под видео вы видите ссылку, на которую вы можете кликать и бесплатно получать вот эту нашу книжку.
И еще раз, пользуясь случаем, я хочу вас упредить о том, что гимнастики для глаз, которые вам рекомендуются со стороны, они зачастую приводят к не очень хорошим результатам. Потому что как невозможно в течение одного дня накачать очень сильные мышцы, то точно так же невозможно в течение одной гимнастики, в течение упражнений, значит, на высоте усталости ваших глаз, вот используя эту гимнастику и избавить себя от усталости, избавить себя от формирования вот этих признаков. Пользуйтесь нашим каналом, пользуйтесь нашей книгой, мы будем рады ответить на все ваши вопросы. Всего вам доброго!